Всем привет! Вы на канале корпорация Зеленая планета. И сегодня мы поедем смотреть дом за одну базовую величину. Наверняка из вас, кто живет в Беларуси, слышал или может знает, что с этого года можно приобретать пустующие дома, пустующее имущество за одну базовую величину. И сегодня я нашел такой домик недалеко от меня, в районе Беловежской пущи. Сегодня поеду смотреть его. Одна базовая величина на сегодняшний день в Беларуси это 37 белорусских рублей, что в эквиваленте примерно 13 долларов, там 13-14 долларов. Вот, и за эту сумму можно купить целый дом. Вот. Но для этого надо написать заявление в местный исполком, в каком районе этот дом находится. И если претендентов больше не будет на этот дом, то вы его покупаете за 37 белорусских рублей. Ну и плюс потом все документы делаете. Вот. Если же желающих будет больше, чем один человек, то этот дом выставляют на аукцион. Я еду смотреть дом там, где желающих уже 4 человека его приобрести. Я 4-й. Вот. Поэтому будет аукцион. Ну, поехали посмотрим, что за дом. И вот мы подъезжаем. Ехали уже на прямую дорогу. Дорога через лес. Асфальт, подъездной пути хорошие. Беловежская пуща на горизонте. Это, можно сказать, пригород Беловежской пущи. Красота. Приехали. Вот такой вот домик. Все заросшее, правда. Такой погреб тоже относится к этому дому. Дом крепкий. Уже вижу отсюда крепкий дом. Мне уже нравится. Фундамент каменный, ну, бетонный. Пристройка с блоков. Крыша не просевшая. Сараи. Тоже еще в более-менее состоянии. Такой вот участок. Тут земли полгектара с этим домом идет. И все это можно приобрести за одну базовую величину. И вот деревья старые. А вот там уже за полем, видите, впереди начинается Беловежская пуща. Буквально перейти поле. И уже вот это вот все уже. Вот начинается Беловежская пуща. Вот такое вот озерцо какое-то, лягушатничек. Вот тут еще прикольно, можно карасиков запустить будет. Прудик такой. В общем, красота. Воздух свежайший. Дышишь, не надышишься. И вот за эту вот красоту просят всего лишь 37 белорусских рублей. В эквиваленте там, грубо, там 13 долларов, 15 пусть.
Вот. Но так как желающих, я думаю, будет не я один на такую красоту за такие деньги, будет аукцион. Аукцион состоится в исполнительном, ну, в горисполкоме этого района. Вот, для того, чтобы принять участие в аукционе, надо подать заявку, внести задаток 5% от начальной, 5% от начальной стоимости. Это, ну, 5 рублей, грубо говоря, там 7 может. Вот. И ждать, когда придет уведомление о аукционе. Уже тогда едешь на аукцион. Я, конечно же, заявку подам. Вернее, я заявку уже подал. И, естественно, буду аукцион, не знаю, получится мне снять или нет, разрешат ли мне там снимать или нет. Буду биться за эту красоту, конечно, до последнего. Ну, в пределах разумного, конечно же, надо тоже учитывать, что надо понимать, что если бы этот дом без аукциона покупался бы, ну, то есть не было желающих больше, ну, вот, например, я бы заявку только подал на него, то тогда бы я его купил за одну базовую величину, ну и плюс, естественно, расходы на оформление дома, ну, на документы. Свет, наверное, скорее всего, там надо будет подводить, ну, вот это вот все. А так как уже будет аукцион, то надо будет, в случае, если я выиграю, а я думаю, что я выиграю, потому что как бы я очень серьезно настроен. Ну, конечно, если не приедут люди с Минска с большими деньгами, то, возможно, конечно, я, ну, будем надеяться на лучшее. Здесь очень мне нравится. Здесь вообще красота. Просто красота. Вот. И надо понимать, что если в случае выигрыша на аукционе, надо будет покрыть все затраты организации аукциона. Это где-то примерно 1500 белорусских рублей. В долларах это, ну, поделите на 3. Вот. Плюс, ну, короче, в общем, все организационные затраты, если даже я буду один участник в аукционе, я его куплю за 37 белорусских рублей, плюс 5% они добавляют. И плюс мне надо будет тогда покрыть все расходы на аукцион. Это, грубо говоря, около $1000. Ну и плюс потом оформление дома. Так что не так все просто, как говорят, что дом за 37 белорусских рублей. Но повторюсь, если бы перед аукционом, ну вернее до организации аукциона, подал бы заявку только я один, то я бы, да, купил бы его за одну базовую величину. Но так как подало 4 человека заявки на этот дом, то, естественно, они не могут 4 подать. А заявки, они не то, что вот кто первый пришел, тот и получил этот дом. Нет. Вот. Они какое-то время принимают заявки. Ну, допустим, у них срок там месяц. Если в течение месяца этого пришел только 1 человек, то, естественно, он тогда покупает этот дом. Ну, пришло нас 4 желающих. И так как больше 1 человека, каждому долю, естественно, продать не могут, будет аукцион. Деревья уже какие надо. Что это, яблоня или что это, непонятно пока. Груша, наверное, дичка. Сейчас пойдем, пробуем зайти в дом. Мне кажется, то, что он закрыт. Не, он открыт. В прошлый раз, когда мы ездили, я же заходил уже. Сараи, конечно, уже ветхие, но дом, хотя и сарай еще более-менее состояние.
Это вот типа летней кухни с блоков сделано. Заходи, смотри. Вот тут немножко такой вот, конечно, беспорядок. Ну, крыша, балки, еще все нормально. Тут еще можно баню с этого сделать будет потом. Сараи. Вот тут какой-то такой. Дай Давай, открою. да. Давай осторожно. Погреб для Давай-ка картошки. я врублю свет, может. Давай. А вон картошку скидывать. Типа, давай, включай. Так я включила. Давай сюда. О, нормально. Погреб здоровенный. Да, правда холодно мне, нормально. Угу. Сарай, кролики держали, наверное. или что. Ну, Нормально. сарай еще О, в отличном сверху состоянии. можно засесть. Смотри, можно же сверху. Ну да. Надо залезть. Крыша тоже все в Видишь? отличном состоянии. Вот, электричество было подведено. Все к сараям. Даже пробки не выкрутили. И проводку так особо никто не повырывал. Свиньи. Загоны. Очень даже достойное состояние для сарая. Вот тут огромный сарай. Ой. Вот тут свиньи, наверное, или что тут было. Ну да, пол бетонный. Но это сливы специальные, чтобы это. Гараж. В гараже. О, мяч! Ну, правда, сдох. Конечно, все уже растащили. И тут Ну, тут сюда не курятник, надо. тут курятник был. Сюда не надо. Ну тут уже, да, курятник немножко обвалился. Не лезь туда. Не лезь туда, Богдан. Вот, ну сам дом выглядит очень даже крепким. Ну да, проверь. Вот заходим, это как бы такие сени. Вон сразу погреба. Осторожно, не наступай. Не наступай сюда. Громенные погреба. О, сундук. Сундук вот такой вот. А что там висит? Ну, это как бы сени. Здесь отсюда. Шли. Сам дом. О, Кать, Русская печка. Тоже еще даже ничего не разграблено. о, Все нормально, все железо на месте. смотри. Лежанка. Супер. Тут группка. В комнате тоже ничего не развалено, все на месте. Какие-то вещи. Кровати. Может тут кто-то живет еще? Икона. Висит. Проводка. А нет, проводку поснимали. Медная, наверное, была. Проводка снята. Паучи. Телевизор. Слушай, Не, что, нормально? Рабочий? не рабочий. Ну, потом надо сделать. Прикольно. Поставить. Потом поставим. Конечно. Еще одна группка. Иконы. Иконы не взяли. Правильно. А, пап, так вот же детали, типа, скрестите все. О, картина. Богдан, не Пуща. наступай. Так я не чай. А на какой год это? 1990. Где ты 90. видишь? О, есть? Вот.
Вот, да, Ты имеете календарь в виду? 90-го года. Ну супер, мне очень нравится. Так, что я тут заблудился? Куда тут дальше есть выход? Получается сколько? Комната с Туалет ручкой. есть? Нет, сынок. Так, зал как бы получается. Комната с русской печкой. Спальня. И веранда. Все это за 30 рублей. Да, ну, веранда немножко, конечно. О, тут раритетный проигрыватель. Не сломанный, правда. Веранда. Мы даже лампочку не сняли. Даже лампочка висит. Проводка есть. Потолки идеальные. Ну, слушайте, за 37 рублей плюс даже расходы, грубо говоря, $1000. Но я считаю, не трогай, Богдан. Я считаю, что за $1000 можно брать. Пол-гектара земли, дом крепкий, Лоевская пуща рядом, воздух очень чистый. Все супер, мне все нравится. Тут не так давно, в принципе, и жили. Не знаю, почему отказались от этого дома. Но проводка, конечно, вся обрезана. Все-таки, да, проводку пообрезали. Наверное, медная была. Вот. Это все торчит, а проводки нет. Вот тут крыша немножко в синях. Все начинает. Но так в целом, я вам скажу, друзья, очень достойное состояние такого дома. Мне кажется, будет очень горячая борьба за этот дом на аукционе. Вот такой вот лес в шаговой доступности от дома. Вот этого просто красота. Ну, черничник, по-моему, даже. Да, ягоды будут. И вот можете себе представить, всего лишь за 27 белорусских рублей этот дом можно купить. Если на аукционе будет один участник только. Он продается за 27 рублей плюс 5% от начальной стоимости. Это просто красота. Неописуемая. Камера это не передает, конечно. Настолько воздух чистый. Настолько все красиво. У меня просто нет слов. Эмоции просто захлестывают, захватывают. Поговорил тут с местными. Этот дом вообще хотели продать когда-то за $10 000. Вот. Но потом что-то они перестали ездить за ним ухаживать. А у нас в этом плане все быстро делается. Не ухаживаешь, значит тебе не надо. Значит государство забирает. Вот так вот. В деревне живет постоянно 6 человек. А остальные все дома как бы дачные. Вот. Ну, на этом буду заканчивать свой обзор. Когда будет аукцион, сниму видео. Постараюсь снять, если мне разрешат, конечно. Если что-то интересует, спрашивайте, какие документы надо, где узнавать, где смотреть эти дома. Все расскажу. Все, до новых встреч. С вами была корпорация «Зеленая планета». Любите друг друга,
Уважайте друг друга. Мира всем, любви, добра. Да пребудет с нами сила Земли. Пока.